Несколько дней назад на PTR WoW Classic Burning Crusade поставили обновление для следующего патча 2.5.3, который откроет для игроков ворота в новые рейды Черный Храм и Вершина Хиджала. А также изменения коснулись и старых рейдовых подземелий и интерфейса. Уже через каких-то 3 дня контент Т5 будет приведен в неузнаваемое состояние. И хотя Blizzard сейчас PTR закрыли для некоторых исправлений, часть инфы от посетивших тестовый сервер мы узнать можем. Подробнее об этом и других новостях после коротенького объявления от спонсора. На игровом сервере WoW Circle 335X1 PvE 18 декабря в 18:00 по Москве открывается новое рейдовое подземелье Рубиновое Святилище. Зловещий Халион вместе со своими помощниками под храмом Драконьего Покоя напали на Рубиновое Святилище, чтобы сломить Драконий Союз и раздавить тех, кто будет стоять на пути к возрождению владыки Черных Драконов и их господина в мире Азерота. Помешайте планам Халиона и вместе с героями Азерота отбейте Рубиновое Святилище у недруга. Ждем вас 18 декабря в 18:00 по Москве, ссылки на регистрацию в описании. Итак, мы с вами помним повесточку Blizzard перед выходом Burning Crusade. Мы выпускаем старые, всеми вами полюбившиеся рейды в том состоянии, в котором они находились до нерфа, чтобы каждый мог проверить свои силы и насладиться интересным контентом. Так, собственно, и было. Контент Т5 показался для многих игроков непростым испытанием, но в скором обновлении Змеиное Святилище и Крепость Бурь перестанет быть тем фактором, который поджигал пятые точки некоторым, не особо хардкорным коллективам. Уже 15 декабря в текущие рейды будет отменено условие, при котором нужно делать квестовую цепочку на вход, а также сами боссы будут возвращены к тому состоянию, в котором они пребывали в финальном, занерфленном состоянии. И цифры, я вам скажу, довольно мощные. Это не ослабление на 10-15%, а гораздо масштабней. Игроки уже составили таблицы снижения хп боссов и трэша, и сравнив показатели, можно увидеть, что в Змеином Святилище трэш понерфлен примерно на 40%. Сами боссы где-то 15%, а хп Леди Вайт снижен на 20%. В ТК же боссы упрощены примерно на 15-20%. Ады Кельтаса похудели на 64%, а сам Кельтас лишился почти половины своего здоровья. Просто Келю откусили 40% здоровья, что является финальной его версией. По мнению Blizzard, такое упрощение рейдов даст возможность игрокам, которые не успели закрыть эти рейды, сделать это до выхода контента Т6. На тестовых серверах игроки заметили, что теперь они могут скипнуть большинство боссов и пройти сразу к Леди Вайш или Келю. То есть эти боссы не будут являться обязательными. Непонятно, сделано это для упрощения тестирования или все же введено на постоянной основе для актуальной версии игры. Если действительно второй вариант, то, скорее всего, это сэкономит немного времени рейдерам, которые по той или иной причине хотят отправиться сразу к финальному боссу. В классическую версию заезжает обновление с актуала. Чернокнижники, возрадуйтесь. Если вам наскучил отвратительный вид суккубы, затянутый в латекс, вооруженный садомазоплеткой, вам станет доступен обворожительный инкуб. Вы не только сможете насладиться его мощной мускулатурой и притягательным взглядом, но и унизить противника мужского пола в ПВП, дав ему контролирующий седакт. Седакт в переводе соблазнение от инкуба будет выглядеть куда убедительнее, чем от суккубы. В конце концов, не только же женская половина обладает этой способностью. Толерантность и равноправие актуальной версии затронула не только классических варлоков, но и текущие рейдовые подземелья. Так в Каражане компанию конкубинам добавили симпатичные юноши, которые, скорее всего, не прочь разделить непростой труд наложниц, который до этого выполняла только женская часть персонала башни Медива. Мы с вами знаем, что Blizzard уже добавили подобных NPC в Черный Храм на актуальной версии. Теперь мы будем иметь удовольствие увидеть их и в классической версии Black Temple. Сладкие юноши появятся там тоже, и, конечно же, скрасит нам прохождение этого рейда. Такие дела. Кто бы мог подумать, что и до классики докатится подобная культура свободных отношений. Прежде чем писать комментарии под видео, я хочу вам напомнить о том, что на YouTube действует автоматическая модерация, иногда даже мне не подконтрольная. Поэтому ваши сообщения могут быть просто удалены. Большая просьба писать более-менее цензурными выражениями и не употреблять такие слова, как «Спасибо». Из хороших новостей станет доступна фракция Крылья Пустоты, а вместе с ней великолепные Незердрейки. По моему мнению, одни из красивейших маунтов в игре.
Дракона можно получить, прокачав репутацию при вознесении с этой фракции, выполняя ежедневные квесты на кряже крыльев пустоты. А также, если хотите ускорить этот процесс, заниматься поиском драконьих яиц, которые разбросаны по всему острову и с небольшим шансом могут выпасть из существ, обитающих тут же. Если постараться, то в течение пару недель можно уложиться. Для тех, кто скучал по World PvP, прекрасная возможность оторваться на этом острове, поскольку в первые дни на нем будет твориться адская жара, так как большинство игроков захотят его посетить, прокачать репу с крыльями пустоты. Спасибо, что досмотрели это видео до конца и поддержали его лайком и комментарием. Я продолжу с вами делиться новостями из мира World of Warcraft и далее, поэтому не забывайте подписываться на канал. Удачи!